Сильные муссонные дожди, обрушившиеся на Южную Корею, вызвали разрушительное наводнение, которое продолжается третий день. Наводнение началось 15 июля, когда проливные дожди, вызванные активным муссонным фронтом, затронули центральные, западные и южные регионы Южной Кореи. По данным Корейского метеорологического агентства, в Гванчжу за 24 часа до утра 18 июля выпало более 400 мм осадков, что стало рекордом за последние 86 лет. В других регионах, включая провинции Чхунчхон-Намдо и Кёнгида, зафиксированы осадки в диапазоне от 50 до 300 мм. Корейское метеорологическое агентство выпустило предупреждение о ливнях для большинства западных и южных районов, прогнозируя до 300 мм осадков в Чхунчхоне, от 100 до 200 мм в Гванчжу, Пусане и Ульсане, от 50 до 150 в северном и южном Чхунчхоне и от 50 до 100 мм в северной Чолли и на острове Чеджу до 19 июля. Известно по крайней мере о 4 погибших. В провинции Чхунчхон-Намдо 1 человек утонул в затопленном подвале, еще 1 погиб в Сасане, будучи запертым в затопленном автомобиле. В Асане, в 44 километрах к югу от Сеула, водитель погиб из-за обрушения 10-метровой стены на его машину. Еще 1 человек найден погибшим в затопленном автомобиле. Власти развернули спасательную операцию. Более 5000 человек были эвакуированы, из них 3297 находились в убежищах по состоянию на 11 часов 18 июля. Наводнения вызвали масштабные перебои в движении транспорта и повредили мосты и здания. Наиболее пострадавшие от наводнения регионы — Гванчжу, Чхунчхон-Намдо и Кёнгида. В Гванчжу известно о подтоплении 87 дорог и 38 зданий. Всего из-за стихии закрыты 403 школы по всей стране, 166 из них получили повреждения. С 15 июля власти выпустили 26 экстренных текстовых оповещений, из которых 25 касались Чхунчхона. Президент страны Ли Чжэ-мён провел экстренное совещание 18 июля, призвав усилить меры по борьбе с наводнением. Он раскритиковал недостаточную подготовку, заявив, жертвы возникли из-за плохого реагирования, хотя ситуация была предсказуемой. Правительство мобилизовало все ресурсы, включая спасательные команды и оборудование для эвакуации и оказания помощи. Министерство внутренних дел и безопасности координирует работу убежищ, где размещены тысячи эвакуированных. Власти также призвали жителей избегать низинных зон и водоемов из-за риска оползней. Наводнение в Южной Корее в июле 2025 года стало серьезным испытанием для страны, подчеркнув необходимость адаптации к изменяющемуся климату. Рекордные осадки в Гванчжу очередной раз показали уязвимость региона перед муссонными ливнями. Хронические проблемы с дренажными системами в городах, таких как Гванчжу и Сеул, усугубляют последствия. В 2020 году наводнения унесли 38 жизней и 14 в 2022 году, что указывает на необходимость модернизации инфраструктуры. Корейское метеорологическое агентство прогнозирует продолжение дождей до 19 июля с риском оползней в горных районах Чхунчхона и Кангвондо. Экономический ущерб пока не оценен, но повреждения школ, дорог и зданий указывают, что расходы будут значительные.